То есть ты не получаешь того кайфа вообще от вождения. Блять, как это меня бесит просто! Сука, блять! Но диски они все просто кривые. О, настоящие слики. Видите? Автодок настоящий. Вот, лови себе резину. На! Это просто пиздец, блядь. Я влез в такие громадные долги своим родственникам. Я просто в шоке! Смотр вот с третьего раза даже не смог пройти. Постоянно какие-то проблемы. Ручник не работает, задние тормоза плохо тормозят. И основная проблема, по которой они меня не пропускают, это, конечно же, износ резины полный. Мне приговорили 4 баллона под замену. Меня уже и так выпотрошил этот Мерс, поэтому вы знаете, что недавно, короче, у меня этот рычаг сломался. Ну, сейчас придется менять колеса. Вот я зашел на свой волшебный балкон и смотрим, что у нас тут есть. 225/45 R17. Резина Continental Sport Contact 3. Если видите, то тут такие трещины. Спасибо Ивану Лаврентьеву, что он мне ее дал. Да, тут как бы протектор еще есть, но проблема в том, что она старая. Могут быть неприятные сюрпризы. Дальше у нас есть вот такая резина. Это у нас Toyo. Хотел сказать 3 восьмерки, но нет. Toyo Proxys. Она тоже, видите, с какими-то трещинами в середине. Ну и опять же то же самое Sport Contact. Я думаю, что скорее всего его я возьму наперед. А назад, друзья, я вам покажу, что мы будем ставить. Самое главное пройти этот техосмотр. Остальное уже не важно, чуваки. Меня уже настолько просто выпотрошил этот Mercedes за последнее время. Просто я влез в такие долги. Только вот чтобы поставить эту резину и отбалансировать, ну, мне уйдет порядка $160. Потому что задние колеса я решил ставить не 225, а 245, то есть шире. И поэтому каждый из баллонов стоит как минимум $60. Плюс еще поставить, плюс еще балансировать, плюс еще, возможно, правка дисков, потому что будет, опять же, какие-нибудь проблемы. И поэтому, чуваки, это просто жесть. Сколько нужно сделать, чтобы просто машина поехала. Да я бы и так ездил, на самом деле. Я бы ездил и так, и нормально ездил бы, дрифтил, но, к сожалению, эти чуваки из техосмотра меня не пропускают. Уже 3-й раз, говорю, езжу, уже 2 недели не могу пройти этот техосмотр. Я знаю, что многие из вас ездят без техосмотра, но я не могу. Я хочу получать полное удовольствие, чтобы меня не тормозили гаишники, чтобы мне не приходилось к ним садиться в машину и там выяснять с ними отношения. Я хочу ездить и кайфовать. Хотя я против этого техосмотра, против налога на дорогах и так далее. В Украине вообще нет техосмотра. И все нормально живут. Все, поехали. На самом деле все я погрузил в дырявый Мерс. Одно сюда влезло, другое в салон. Вот, покажу сейчас износ протектора. Посмотрите. Это лысая, полностью лысая резина. Вот. Посмотрите, вот тут лучше видно. Видите, полностью лысая резина до основания. Ну, то есть небольшой протектор. Опасно ездить, потому что вода задерживается и планирование. В общем, аквапланирование — это наше светлое будущее, как говорится. Не дай бог. Поэтому, друзья, надо к резине относиться с уважением. Но с моими финансами проще трактор купить и возить, на самом деле. Все, едем. Нету времени, надо в банк еще заехать и кучу вопросов порешать. Я влез в такие громадные долги своим родственникам. Я не знаю, как я буду отдавать. Вчера $156 рычаг. Сегодня $200 на резину. Это просто пиздец. Как они меня еще терпят, как я там еще живу, я просто в шоке. Поэтому... Ой, друзья, берегите родных, крестим пальцы, надеюсь, это пойдет в плюс, надеюсь, что аудитория подключится, будет больше, людей будут лучше меня смотреть, и это даст возможность хотя бы как-то улучшить финансовую обстановку. Банки вообще просто поменять деньги, что-то заплатить, в выходной день практически нереально, надо ехать практически в центр. Чуваки, ну пока, друзья, я еду в какое-то отделение
Я даже не знаю, будет ли она работать. Чтобы заплатить этот дорожный налог, я вам просто расскажу еще какие проблемы есть в этой резине. Во-первых, она не отбалансирована, это раз. Второе, что машину кидает постоянно по колее, то есть она плывет, эта резина. Вот, и очень, как бы, мне не нравится. Поэтому плюс еще, конечно, в этом. И есть булка сзади, понимаете? Ну, с этим, как бы, ездить практически невозможно. То есть ты не получаешь того кайфа вообще от вождения, понимаете? Поэтому, друзья, ну, буду менять, но реально, вот опять же, анальная боль какая-то присутствует, потому что приходится ездить по всему городу просто в непонятных скоростных режимах, чтобы успеть это сделать, потому что диагностическая станция уже скоро закрывается. Вот так. Как меня это все бесит, блин, просто я смотрю в интернет, отделение банка этого вонючего колхозного работает, видно, работает. Приезжаю, на выходных закрыто, на другой практически конец города. Блин, и тем более для корпоративных клиентов. Но если вы сделали сервис, который показывает, когда там что работает, ну вы хотя бы проверьте достоверность информации, блядь, как это меня бесит просто. Сука, блядь, я опаздываю, елки-палки, и такие просто передвижения на запредельных скоростях по городу, елки-палки. Я просто в шоке! Блядь, хотел стартануть с Панамерой, ай! Меня все обходят. Ну блин, и проскальзывает сцепление. Да какие камеры, я даже трогаться нормально с места не могу. Я ни у кого уже не могу сделать, потому что мне проскальзывает сцепление, уже просто не держит сцепление такие обороты, такую мощность. Ну вон, и россияне на 197-м регионе по нашим камерам ездят. Им вообще пофиг. А я не могу. О, слышите радар? Вот так вот. Да, нормально, этот можно домкратить. Так это супер, получается, надо цилиндр снимать, там разрабатывать и так далее, да? Ну, ремкомплект. А, ремкомплект. Ну, я просто новые диски, новые тормоза, может они перетереться должны или нет? А, диск горячий. Ну да. Ну да, горячий. Но я активно ехал просто сюда. Можно заклинить новую, если заклинить, будет ДТП. Да. Но это белшина, это пиздец. Такая паскудная резина вообще. Я купил, когда она только вышла. И это просто жесть. Получается, что правка. Бля, ну она у меня вибрирует при скорости. Короче, колеса бьют, бля, вообще жесть, кривые. Здесь супер клинит, блядь. Сколько эта машина еще будет с меня жрать денег? Я не понимаю. Это просто пиздец. Это одно колесо править, ну считайте, $20. $20, чуваки. Это просто пиздец, блядь. Это одно колесо. Горячее. Ну, может быть, я так активно ехал. Ну да, они горячие, реально. Как бы не знаю, что надо их разрабатывать, короче, или что там с ними надо делать, непонятно. Они мне вчера поставили вот рычаг. Новый рычаг вчера поставили. Новую шаровую поставили. 100 рублей? И плюс переобувку делаем скидку. Бля, ну она тоже такая, видишь, как бы. 25 рублей переобувка. Что? Так наш без веса? Ну да. Это косметика просто, не дайте. Хорошо. Ну оно ж обычно вот до сюда как бы выработка считается. Ну сейчас справкой решаем что-то. Кофе угощает, это приятно, конечно. Давайте. Пошла движуха. Это со всеми скидками получается правка дисков $60, сами диски 50, эти резина $50, подуношенная, кстати. И это. И, ну, как бы балансировка, одеть и еще развалы. Короче, в итоге получается, блядь, ну, $130. $130 и кофе бесплатно. Приятно.
$130, чуваки, просто на пустом месте. Плюс транспортный налог $80. Плюс пройти техосмотр, линия $20. И вот это все, чтобы, когда меня остановил гаишник, он мне сказал всего доброго. Понимаете? Я не знаю, это просто, это нет смысла вообще его проходить, потому что это деньги просто нереальные ты выкидываешь. Но диски они все просто кривые, вообще в пизду просто кривые. Понимаете? Ваше здоровье. Прикольно делаете. Мне говорили, это даже веселее, чем автоматически. Рычаг новый, красивый такой. Вот видите? Красава. Но все равно что-то бьет, что-то подбивает, короче. Не знаю, может уже опять это шаровая вылетела, не знаю. Но подбивает его. А вот смотрите, какая резина стояла тут. О, настоящие слики. Видите? Настоящие гоночные слики, блядь. Начал уже отслаиваться от скорости. Я вам даже, пацаны, на дрифт ее не отдам. Потому что ей уже просто конец. Здорово, братан. Автодок настоящий. Вот, лови себе резину. На! Пользуйся на здоровье, ебаный насос. Приколи, встрял на лаве. Приколи, братан. О, у тебя тут мясо. У тебя тут пир. Красава. Красава. Настоящий автодок. Молодец. Иван Лаврентьев, большое тебе спасибо за резину. Да, она, конечно, стремноватая, но она пригодилась в самый нужный момент. Вот она уже стоит. Так, пацаны, короче, у нас новая резина. Смотрите. И зад. Блять, сколько грузиков нацепили сюда. Зад, смотрите, как смотрится. Я думал, что сюда нельзя нацепить шире. Оказывается, пацаны сказали, что еще шире можно нацепить. Но я пока попробую 245-ю. Вот, и 225-я тут. Ну, даже веселее стало, кстати, смотреться. Сзади резина больше выпирает. Потому что проблема была в том, что она входила в арки и некрасиво смотрелась. Сзади выпирает. Смотрится очень неплохо. Ура, новая резина отбалансирована. Диски выправлены. Отлично. Сейчас я жду развал схождения, чтобы вообще ехать и просто кайфовать от этой жизни. Да, но денег это стоит пиздец. Короче, я в долгах, как в шелках. Зато на Мерседесе. Вот это реальный владелец старого дырявого Мерседеса. Вот его вся жизнь. Это то же самое, что БМВшник на какой-нибудь Е39 или Е34. Постоянно у бабушки одалживающие деньги. Но я, понимаете, я не пью, не курю. Это единственная моя слабость. Я вот ей и занимаюсь. Понимаете, вот если сравнить меня с бухарем каким-нибудь или наркоманом, я думаю, что разницы особой не будет. Потому что и тот ищет деньги, где найти дозу или бутылку, и тот ищет деньги, чтобы починить машину. Вот так вот. Итак, смотрите, руль ровно. Так, ровно. Да, вибрации есть. Вибрации у меня есть. И непонятно, от чего эти вибрации исходят. Честно я вам могу сказать. Поэтому это, конечно, нехорошо. Поэтому, возможно, мне придется к ним еще вернуться. Вот что я понял за то время, за эти несколько дней, которые я вот просто испытывал, как я обычно называю, анальную боль по поводу всех этих страданий с Мерседесом. Я понял то, что восстанавливать такую старую машину, если ты ее восстановил, если она едет, ну хотя бы приблизительно как с завода, вот ты восстановил, ты все сделал там четко, все классно, ничего не скрипит, чувак, ты герой. Потому что, к сожалению, это оказывается нереально трудно. Но, с другой стороны, это очень интересно, потому что ты каждый день сталкиваешься с какими-то нюансами, ты познаешь себя, у тебя появляется терпение, ты познаешь машину. И я думаю, я надеюсь, что она будет когда-нибудь тем музейным экспонатом, ну, надеюсь, не на авторазборке
Я надеюсь, что она будет тем музейным экспонатом, который я хочу ее сделать. И все люди на ютубе будут смотреть до и после и понимать, что произошло на самом деле чудо. Из гадкого утенка вот этот дырявый Мерс превратился в прекрасного лебедя. Но я просто, понимаете, я показываю абсолютно все то, что происходит без прикрас, что я чувствую. И вот эти реальные эмоции, я думаю, что они должны вот цеплять человека. Потому что если бы у меня была куча денег, я бы просто отдал туда-сюда, там на СТО, туда, и все, и показал бы вам готовый проект. Но я думаю, что это бы вас не так зацепило. А я показываю, потому что это жизнь, ребята, это жизнь, и это то, как вы себя будете чувствовать, если вы купите такую машину и будете с ней вот так вот возиться. Потому что это реально, я с ней вожусь как с членом семьи, как с домашним животным, или как даже с ребенком. Она заболела, все, я уже не могу нормально спать, я ее везу, как говорится, в больницу на СТО. Ну что, друзья, если вам понравился мой контент, если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, пишите свои комментарии, что вы думаете, и подписывайтесь на канал. Все, увидимся. Пока.